Сейчас я покажу вам один видеоролик. Вы посмотрите его и подумайте, есть ли здесь что-то необычное. Итак, ваше предположение. Погодите-ка, что-то мне это напоминает. Так, к чему я все это? Это видео будет посвящено такой крысе, как Бикскойта. Также она подойдет для Рейджар, Зубила, Сабзира, Джанг и там куча их фейковых аккаунтов, да и других игроков, использующих этот хак быстрого перемещения, быстрого прыжка. Это видео я хотел бы сделать более обширным, посвятить его глобальной теме, как распознать читеров Tomb Raider. Сейчас давайте более подробнее рассмотрим этот видеофрагмент. Во-первых, на что следует обратить внимание, это быстрый прыжок, быстрое приземление у противника. По сути, это типичный спидхак, который позволяет быстро управлять персонажем, но он также действует на управление в воздухе. И в зависимости от коэффициента установленного значения, с какой скоростью будет персонаж двигаться, то скорость всех его действий также будет пропорционально увеличиваться. Для сравнения я записал собственное видео, где я прыгаю, используя клавиатуру и мышь. Хочу напомнить, что физика управления, используя клавиатуру, мышь и геймпад, совсем различаются. Вы никогда не сможете прыгать на клавиатуре так же, как на геймпаде. Потому что у геймпада более аркадная физика управления, собственно, из-за чего я и играю на геймпаде. Как видите, я не могу моментально приземлиться, и толком в полете я не могу управлять персонажем. Этот полет более похож на какой-то неуправляемый. Можно прыгнуть просто в какую-то сторону, отскочить, он просто по инерции двигается. А играя на клавиатуре и мышь, персонаж продолжает по инерции двигаться, куда вы бежали. У него просто нет такого же аркадного управления, как на геймпаде. Далее я хотел бы рассмотреть самый важный момент, который позволяет легко определять читера. Это как бы полет, перемещение персонажа, и он парит, машет руками, как будто он летит. Это явно признак читов. Все мои старые видео разоблачения читеров демонстрируют все тот же хак. Просто в тот момент они выставили слишком очень большие значения и решили просто не палиться. А большинство игроков используют минимальные значения, так чтобы это было минимально заметно. Сейчас, используя клавиатуру и мышь, я попытаюсь воссоздать управляемое поведение в воздухе персонажа. Смотрите, насколько у меня это получается. Крайне сложно управлять персонажем, он по инерции продолжает бежать туда, куда бежал, потому что это управление не аналоговое, не геймпад. Конечно, люди, играющие на ПК, используя клавиатуру и мышь, уже более опытны в этом управлении. Но в любом случае они не могут управлять персонажем так же, как на аналоговом геймпаде, маневрировать им в воздухе без использования взлома. Теперь для сравнения рассмотрим управление персонажем через геймпад. Но тут перед нами совсем уже другая картина. Я могу более точно управлять персонажем в воздухе, практически никакой инерции. Но тем не менее, даже я, используя аналоговое управление, не могу повторить такое поведение персонажа. Что уже говорить о стандартной физике поведения персонажа на клавиатуре. Такое невозможно без вмешательства в процесс игры. Как определять другие, но более заметные читы? Бесконечные патроны, отсутствие перезарядки. Ну тут помимо видимых факторов наличия этих читов, игрок может играть в тайну и не стрелять бесконечно или осуществлять фейк перезарядку. Тут следует последить за игроком
Когда игрок выстреливает одну или две гранаты, вы заранее проверьте у него наличие перка на дополнительные боеприпасы. Если у него нет перка, то будет одна граната. После того, как персонаж выстрелил гранатой, его характер, персонаж, герой должен сказать: у меня кончились патроны. Если этого не происходит, то перед вами читер. Насчет перезарядки. Если у соперника в момент боя никогда не возникает необходимость перезарядки, то, вероятно, это наш пациент. После выстреливания всего магазина персонаж также должен произносить: нужна перезарядка. Если этого не происходит, это читер. Еще у меня есть смутные сомнения по наличию читов увеличенный урон или высокая точность. Большинство подобного рода, в основном увеличенный урон, может достигаться посредством хака SpeedHack, потому что этот SpeedHack увеличивает скорость всего происходящего в игре. То есть даже если у вас нет макроса на быструю стрельбу, все ваши действия, выстрелы будут производиться гораздо быстрее, и за счет большого количества выстрелов в секунду может наноситься двойной урон. Но это не точно. Я видел, что это существовало для более старых версий игры. Работает ли сейчас, пока ничего не знаю, неизвестно. Еще один вариант увеличенного урона или просто быстрое убийство может достигаться посредством хака One Shot One Kill. Он может быть включен не сразу, можно просто... Читер может делать один выстрел, а потом включать через хоткей горячую клавишу хак убийство одним выстрелом. И все, и как бы создается впечатление, как будто это не игрок, а какой-то машина, высокоточная машина. Как правило, такие игроки используют нескорострельный, самый убойный тип оружия, как будто они настолько крутые, что прям высокоточные с одного килла ложат 99%. Это Magnum, лук. Как бы вот, если вы видите игрок постоянно на лук, Magnum, это уже говорит, есть такой контингент, я уже заметил, что даже некоторые нубы, которые вообще очень хреново играли, где-то у них 0.9 там был по соотношению киллов, сейчас уже 3.0, и все как один на подбор Magnum и лук, как бы ничего такого скорострельного. И на ближний бой у них, в принципе, даже не берут, чтобы защищаться. Как бы, если ты лук берешь, они еще к луку берут магнум, как бы, но это уже говорит о чем. Как определять в данном случае? Никогда магнум, даже с модификацией там увеличенный урон, не будет вас укладывать там с одного, постоянно с двух выстрелов, максимум с двух. Такого не бывает. Магнум даже с перком увеличенный урон зачастую убивает с 4 выстрелов, 4 попадания надо сделать. Как мы знаем, Tomb Raider очень часто серваки глючат, урон плохо засчитывается. Но если вы видите, что какой-то персонаж постоянно вам при любых глюках убивает с одного выстрела или с двух, в то время, когда на серваке плохо идут засчитывания, но очевидно, что на его стороне работает memory программа, взламывающая память игры. Высокий прыжок. Здесь без комментариев, здесь все видно. К сожалению, у меня нет видеоматериалов о работе данных читов. Это такого рода читы, которые были неоднократно использованы против меня. Это управление моей камерой, как бы камера игрока начинает трястись, подобно вот этим вот взрывам от этих ракет. Либо бывает, что ваш персонаж на долю секунды замерзает или останавливается. Теперь я хотел бы поговорить о встроенном античите в игру. Почему это работает? Многие читы до недавнего времени не работали на последней версии Tomb Raider.
издание года или как оно называется. Вероятно, более старые читы до сих пор там не работают. Также все прекрасно знают, что у читеров аллергия на дополнения. Так как у большинства из них имеется несколько Steam аккаунтов, то покупать игру со всеми дополнениями на каждого аккаунта это слишком жирно для них. Я советую вам всегда играть с DLS, а также тем, кто хочет купить игру, приобретайте издание года. Там нет летающих раюсов, сметающих с неба стрелы Зевса. Это, конечно, шутка, но все равно с DLS практически нет читеров. А если есть, по крайней мере, не такие хардовые. В заключение я хотел бы добавить небольшой эпилог сравнения игры на клавиатуре и геймпаде. Максимум вот эта вот быстрота, что я могу себе позволить, играя на мышке и клавиатуре. Вот она прыгает так никак как-то. Покрутим сейчас быстрее мышкой. Вот это вся быстрота. Хорошо, теперь я беру геймпад, блин. Все, совсем другая история. Я управляю каждым движением. Поэтому эта игра даже на ПК-версии предпочтительна для геймпада. Я не смог играть в нее на клавиатуре, потому что совсем не то управление. Столько лет ты играл в нее на консолях. И консольная версия, естественно, конечно, куда лучше, чем какой-то высер ПК. Но факт в том, что как бы на клавиатуре не можете себе позволить такое вот верчение, кручение без читов просто. Кстати, хотел напомнить, что любому желающему я готов продать все свои конфиги для геймпада. Silverman, give me power. We need Hayuken. Hayuken skill. И здесь пусто. Нужно найти Hayuken Fireball.